Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное приключение в мир загадочных и удивительных существ. Давайте вместе погрузимся в удивительный и необычный мир Какапа, древнейших обитателей Новой Зеландии. Готовы узнать больше об этих загадочных попугаях? Тогда давайте начнем наше захватывающее путешествие. Какапа – это великан среди пернатых. Является древнейшим обитателем нашей планеты, отмеченным уникальным статусом эндемика Новой Зеландии. Загадочные и величественные, эти попугаи в наши дни обрели свой последний приют лишь на диком юго-западе огромного южного острова. Словно живые свидетели эры, они переносят нас в мир тайн и чудес природы, сохраняя свою малочисленную общину в самом сердце новозеландской дикой природы. В уголке далекой Новой Зеландии таится загадочная личность природы Какапа или совиный попугай, известный также среди местного населения Маори как попугай во тьме. Его внешность поражает. Желто-зеленое оперение с краплением черного и коричневого создает мягкий, почти нежный вид. Будто природа сама нежно окружила его своим вдохновляющим покрывалом. Но вот загвоздка. Он предпочитает ночные похождения, превращаясь в таинственное существо, о котором слагают легенды. Его короткие крылья больше похожи на атрибут, чем на орудие полета. Вместо полетов по небесам, этот птичий аристократ предпочитает спланировать с высоты до 30 метров с помощью коротких крыльев, оставаясь верным своим накачанным ногам. Судьба Какапа замыкает в себе трагедию. Он один из самых древних обитателей Земли, сегодня на грани исчезновения. Смотреть на него – это как взгляд в прошлое, на живое наследие эволюции, которое медленно угасает. Но в этой трагедии есть и красота. Его лицевой диск, крупный и выразительный, напоминает совиный. Серый клюв, окруженный вибрисами, создает портрет гармонии между природой и временем. 4 чешуйчатых пальца на коротких ногах поддерживают его таинственную походку, а потертый хвост, волочащийся по земле, придают ему особое очарование. А еще он самый крупный из попугаев. В высоту он более полуметра, а вес его доходит до 4 килограмм. Голос Какапа – смешение хриплого карканья и поросячьего визга, создает симфонию в темноте ночи. Такой уникальный вид несет в себе не только визуальное великолепие, но и аромат меда и цветов. Запах Какапа – это смесь природных ароматов, служащая не только украшением, но и своеобразным знаком узнаваемости в этом уголке Новой Зеландии. Какапа – настоящий обаятель в мире пернатых. Эти попугаи легко заводят друзей среди людей и не стесняются проявлять свои привязанности. Вспоминается случай, когда один из самцов устроил настоящий брачный танец прямо перед восторженным смотрителем зоопарка. Несмотря на свою неспособность к полетам, Какапа не ограничивает себя землей. Они настоящие горные спортсмены, способные легко взбираться на вершины высоченных деревьев. Каждый их шаг – это настоящий подвиг, словно пернатые альпинисты. Их дом – густые джунгли, где они мастера маскировки, спрятавшись в дневные часы в уютных уголках деревьев или в собственных норах. Лишь маскировка и полная неподвижность спасают их от опасности. Но даже эти искусные приемы не всегда помогают им избежать крыс и куниц, готовых на все для ужина. Однако, если вдруг на горизонте появляется человек, Какапа становится настоящим мастером невидимости. Они в совершенстве овладели искусством тайного присутствия. А ночью, выходя на свои загадочные тропы, они готовы пройти до 8 километров в поисках пищи или возможного партнера. Какапа – настоящий гурман в мире пернатых. Его стол – это настоящий фестиваль вкусов. А вот его любимое блюдо – плоды дерева дакридиума – становятся настоящим главным блюдом в рационе. Эти птицы просто не могут устоять перед ароматными и сочными плодами, заманивающими их на вершину самых высоких деревьев. Но в их кулинарном исследовании нет границ. Какапа не только угощаются ягодами и фруктами, но и наслаждаются цветочной пыльцой, будто дегустаторы из мира пернатых. И когда наступает время ужина, они выбирают только самые нежные части травы и корешков, мастерски молотя их своим мощным клювом. Этот гурманский подход к еде оставляет после себя след, волокнистые комки на растениях, словно кулинарные шедевры на тарелке.
Именно по этим вкусным следам можно отследить места, где птицы Какапа ведут свои кулинарные эксперименты. Маори даже дали таким лесам завораживающее имя «Сад совиного попугая». Но разнообразие их меню не ограничивается лишь фруктами и ягодами. Папоротники, мхи, грибы и даже орехи – ничего не ускользает от внимания этого пернатого гурмана. Какапа – настоящие рекордсмены в мире долгожителей, обрекая себя на невероятные 95 лет жизни. Но их жизнь еще более удивительна благодаря захватывающему обряду, который устраивают самцы, стремясь завоевать сердца самок. Птицы, обычно ведущие одинокий образ жизни, в период размножения выходят на охоту за партнершами. На самых высоких холмах Какапа начинает свой уникальный брачный ритуал, призывая самок с помощью специального горлового мешка. Его низкое урчание слышно на расстоянии до 5 километров, повторяясь аж 50 раз. Чтобы усилить этот волшебный звук, самец создает ямки глубиной 10 сантиметров. Но это только начало. 3 или 4 месяца самец тщательно обходит свои территории, проходя расстояние до 8 километров каждую ночь, потеряв половину своего веса в этот период. Иногда рядом с ямкой собирается настоящая компания самцов. И вот тут начинается настоящая драма – борьба за внимание самок. Слыша брачный вызов, самка отправляется в увлекательное путешествие, чтобы встретить избранника. Выбор партнера основан на внешности. И вот когда начинается настоящее представление – брачный танец самца, включающий крылья, рот, круговые забеги и звуки, напоминающие поразительное сочетание писка, похрюкивания и мурлыканья. Самка оценивает усилия жениха по интенсивности этого шоу, после чего следует краткое спаривание. Затем самец продолжает свое выступление, маня новых партнерш, в то время как самка занимается строительством гнезда. Гнездование внутри гнилых деревьев, пней или расщелин гор – это настоящее искусство. Этот захватывающий жизненный цикл включает период откладывания яиц с января по март, где яйца, как 2 капли воды, похожие на голубиные, высиживаются около месяца. После этого птенцы остаются с матерью до полного самостоятельства, а самец продолжает свои брачные игры. Удивительно, что этот процесс повторяется лишь раз в 2 года, и каждый раз Какапи откладывает всего 2 яйца. Такое редкое гнездование объясняет невероятную редкость этих птиц. Их численность сегодня всего лишь около 250 особей. Каждая из них имеет свое имя и находится под бдительным контролем орнитологов. Дорогие друзья, сегодня мы прошли вместе по тропинкам жизни Какапа, заглянули в их удивительный мир и познакомились с этими уникальными созданиями. Надеюсь, вы почувствовали ту же магию, которую я испытывала, рассказывая вам о них. Подписывайтесь на канал, так вы будете в курсе всех новых выпусков, и ставьте лайк этому видео. Помните о великолепии природы, которая приносит нам не только красоту, но и ответственность. Давайте вдохновляться этими удивительными существами и стремиться к сохранению нашей невероятной природы. До новых встреч, друзья!